Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Настоящая женщина из ничего может сделать три вещи: салат, скандал и шляпку. Но это еще не все. Из текстильного мусора может сшить очень интересную и нужную сумку необычной формы. Но обо всем по порядку. Для начала гладильную поверхность застелим листами бумаги. Зачем они нужны? Дальше мы будем работать с клеевым флизелином, который клеится только мокрым под воздействием горячего пара. А листы бумаги задержат этот пар, не дадут ему уйти. Дальше уложим ткань основы. Я взяла размер 40 на 50 сантиметров. Ткань укладываем лицевой стороной вниз, а сверху укроем клеевым флизелином клеящей стороной наверх. Когда я шью, то текстильный мусор стряхиваю в большую коробку, которая стоит у меня на полу, по правую руку от швейной машины. Поэтому рабочее место у меня всегда чистое и опрятное. А по завершении работы самые яркие и красивые обрезки откладываю отдельно из этой коробки. А сейчас настал их звездный час. Не хочу выкладывать никакой специальный узор, пусть все будет перемешано равномерно. Красиво пицца смотрится, когда все лоскутки небольшого размера. Естественно, каждая хозяйка готовит по своим рецептам, добавляет свой секретный ингредиент. Открываю секрет повара. У меня это клеевая паутинка. Надо ее совсем немного. Стоит она недорого, но труд рукодельниц многократно облегчает. Мелко ее режем и равномерно распределяем по всем лоскуткам. Где-то кусочки паутинки будут сверху, где-то между кусочками ткани. Так и задумано. Самое главное, чтобы лоскутки закрыли основу равномерным слоем. А теперь укроем нашу пиццу куском фатина, полупрозрачной ткани сетки. Это может быть и тюль, и органза. Смотрите сами, что у вас окажется под рукой. А дальше все закроем мокрой марлей в 4 слоя. Следующий этап: все слои ткани тщательно проработаем горячим утюгом с паром. Как работать? Поставили утюг и держим несколько секунд. Потом аккуратно переставляем в другое место и тоже держим. Когда проработали таким образом все полотно, дожидаемся остывания ткани и аккуратно убираем марлю. У нас все замечательно сварилось. Все ткани склеились между собой. Но на всякий случай в нескольких местах дополнительно скрепляем булавками, чтобы ничего не сдвинулось. Нашу заготовку можно спокойно перевернуть, подровнять и отрезать лишнюю ткань. Естественно, вы же понимаете, что вся наша конструкция держится буквально на соплях, и ее надо обязательно простегать. Воспользуемся самодельным приставным столиком. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Конечно, все можно прошить прямой строчкой или выполнить сложный рисунок свободно ходовой стежкой. Но я просто прошью все полотно в разных направлениях трикотажным швом. Это когда машинка делает 3 шажка в одну сторону, потом 3 в другую. Свободный край лучше свернуть трубочкой, чтобы он не мешался.
Таким образом прошиваем все полотно. Следим за тем, чтобы все мелкие лоскутки хотя бы одним краем, но были прихвачены машинной строчкой. Когда основа готова, нам надо к коротким краям пришить молнию. Сначала пришиваем одну сторону, делаем отстрочку. Потом таким же образом фиксируем и в другую сторону молнии. Когда молния вшита, у нас получается такая труба. Выворачиваем ее на изнаночную сторону, молнию оставляем раскрытой до половины и формируем края. Застежку лучше расположить примерно на 7 сантиметров ниже верхнего сгиба. При работе за швейной машинкой работайте аккуратно. Здесь очень много слоев ткани. Да еще и зубчики молнии могут попасть под иглу. После того, как прошили заготовку, можно отрезать ненужный край молнии. А теперь возьмем линейку, наметим углы 3 на 3 сантиметра, но меряйте правильно. 3 сантиметра должно быть от шва. А дальше вырежем эти квадратики со всех 4 углов нашей заготовки. Следующий шаг очень простой. Закроем бейкой открытые длинные срезы. А дальше приступим к обработке срезанных углов. Сначала 2 нижних. Выровняем их, зашьем на швейной машинке и обработаем открытые срезы бейкой. Верхние углы обработаем немного по-другому. Из плотной длинной полоски ткани приготовим ручку и вложим ее в открытые срезы верхних углов. Прошьем на машинке и обработаем бейкой. Здесь получается уже очень много слоев ткани. Смотрите сами, как вы будете работать. Я второй открытый срез бейки просто подшила на руках. И остается самое интересное. Нашу сумку надо вывернуть. Подтягиваем и расправляем все углы и все швы. Еще один совет. По всем граням сумки можно пройтись утюгом с паром, чтобы лучше зафиксировать ее форму. У меня получилась сумка-косметичка с оригинальной застежкой сбоку. Открывается как сундучок. Размер: высота 15 сантиметров, ширина 9 сантиметров, длина 30 сантиметров. Пока еще ничем не наполнена. Что-то ни конфет нет, ни шампанского. Никто не подарил. Печалька. Но я так думаю, что была бы сумка, а чем ее наполнить, каждая хозяйка уж что-нибудь придумает. Кто-то использует ее для хранения косметики, а кто-то сложит туда принадлежности для рукоделия. А кто-то, может быть, закинет ее на плечо и пойдет гулять по весеннему городу. В общем, я дала вам идею, а у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Шейте, творите, вытворяйте, чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!